Всем привет! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком, узорах разных, легких, средней сложности, сложных, связанных из разных ниточек. Узорчиков уже очень много, и чтобы вы не растирались, особенно новички, да, заходите на главной странице в раздел «Плейлисты». Плейлисты собраны такие небольшие коллекции, да, вы увидите. Там, например, плейлист шали крючком, плейлист, например, палантины крючком, либо объемные узоры крючком и так далее. Смотрите, гуляйте по каналу. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. Постоянные мои зрители, постоянные мои подписчицы, подписчики, мастера, мастерицы, вам отдельный привет, слова благодарности за вашу группу поддержки, за ваше внимание к моему каналу. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Узорчик, в принципе, старый, да, вы наверняка многие его тоже уже вязали, но я увидела, как в этом узорчике дополнительно применен один элемент, который мне очень понравился, и решила вам его показать. Ну, давайте по всем по порядку, да. Итак, ниточки у меня Yarn Art Baby, но вы используйте какие хотите. Мне просто удобнее на этих ниточках показывать вам узорчики. Вы непосредственно переносите на ту пряжу, которой вы собираетесь делать какое-то изделие. Итак, это 100% у меня акрил. Моточки небольшие, 50 грамм, 150 метров. Здесь еще меньше, потому что уже перемотанный, да. И нам здесь говорит производитель, берите крючок 3,5 миллиметра. И на этом этапе я хочу вам сказать, что я беру для данного узорчика крючок ровно на 1 больше. То есть у меня будет 4,5, понятно? Если вы возьмете точно такой же, как вам рекомендуют, то узорчик будет очень-очень плотный. Но чтобы он был немножко таким пышненьким, воздушненьким, я вязала пледики, так скажем, детские, крючком вот именно прямо на единицу больше, то есть 4,5. Итак, схемки, к сожалению, нет, поэтому следите за руками, наверняка узорчик знаете. Так что приступим. Начнем именно с этого элемента, да, с которым дополнен данный узорчик. Этот узорчик, в принципе, раньше как бы назывался звездочки, то есть у меня будут звездочки, а это будет дополнительный элемент. Начнем с него. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, ну, буквально в районе 30 петелек, вы сколько хотите. Так, сегодня у нас будет узорчик ровно 30 петелек. Самое главное, чтобы узорчик был просто кратным 2, и все. А так, сколько хотите, только набирайте. Итак, для начала петелька фиксации. Мы ее при наборе петелек не считаем. А теперь 30 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот. Я надеюсь, уложимся в этот объем и увидите всю прелесть узорчика. Итак, что делаем дальше? Воздушная петелька. Теперь отсчитываем вторую петельку от крючка. 1, 2. Во вторую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. 1. В следующую петельку, да, цепочки ныряем. Провязываем столбик без накида. 2. В следующую опять также ныряем, столбик без накида. 3. И так далее, и так далее. Провязываем каждую петельку цепочки столбиками без накида. Столбиков должно быть ровно столько, сколько петелек вы набирали. Если набирали 20, значит 20. Если набирали 40, значит 40. В моем случае у меня должно быть получиться 30 столбиков без накида. Несложно, согласитесь, да? Все, давайте вот такой вот жгутик делаем. Столбики без накида до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали ровненькие столбики до конца ряда, да? Теперь смотрите, что делаем. Делаем воздушную петельку, поворот. И сейчас смотрите, что будем делать. Вот у нас получается столбики, да, наши верхушки столбиков, вот их видно. Очень четко, хорошо. Давайте на них посмотрим сверху. Видите? То есть вот такая вот как бы капелька, да? Капелька, капелька, капелька. У этой капельки получается, если смотрим, да, вот так вот. Есть передняя стенка, есть задняя стенка. Передняя, задняя. Ну, кто спицами вяжет, знает, да? Передняя стенка, задняя стенка. Наша с вами задача сейчас беремся за заднюю стенку, вот так вот. Вытягиваем ниточку и провязываем сразу же через петельку, которая на крючке. Это называется соединительная петелька. Еще раз, задняя петелька, задняя как бы стеночка. И сразу же хоп, провязали. За заднюю взялись и сразу хоп, провязали соединительной петелькой. И так далее, и так далее. Вот так вот провязываем до конца ряда соединительными петельками. Понятно? У вас будет формироваться косичка. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот провязали за заднюю стенку с соединительными петельками. Если мы повернем на лицевую сторону, получается вот та косичка, да,
она, получается, повернулась немножко и смотрит теперь на нас, понятно? То есть она была сверху, как бы на нее смотрели, да? А теперь она, получается, повернулась на нас. Более точно вы ее увидите, когда будет уже узорчик, да, ну, связан чуть побольше. Итак, смотрите, вот провязали, получается, последний уже петельку соединительную. Здесь я ее немножечко так вот распущу, буду присоединять новую ниточку, новый цвет. Ну, пусть будет в моем случае серенький, да, для контраста, так скажем. Вот. И смотрите, последнюю петельку присоединяемся полностью, вытягиваем ниточку. И когда 2 петельки на крючке, присоединяем новую ниточку. Раз. И далее по узорчику 3 петельки подъема. Раз, два, три. Подтянули белую, подтянули серую. Все, приступаем дальше к узорчику. Теперь будьте внимательны, новички, кто не знает узорчик звездочки. Итак, помните, да, у нас 3 петельки мы сделали подъема. Раз, два, три. Сейчас наша с вами задача опуститься ко второй петельке. Ныряем во вторую петельку, вытягиваем ниточку и держим на крючке. Теперь у нас 2 петельки на крючке. Теперь ныряем в первую самую петельку, вытягиваем ниточку, и теперь у нас 3 петельки на крючке. Теперь в основании, откуда мы 3 петельки провязывали, мы ныряем сюда же, вытягиваем ниточку, у нас 4 петельки на крючке. А теперь внимание, смотрите. Вот наши, видите, 2 столбика. Раз, два. И мы должны будем взяться за эти столбики сзади. Вот, то есть вот он у нас спереди столбик, а мы назад так вот отворачиваем. И вот видите, у нас петелька такая одна здесь. Вот, мы за нее беремся, вытягиваем ниточку. Теперь у нас уже 5 петелек на крючке. И точно так же со вторым столбиком. Вот так вот у нас сзади. Вы хорошо видите, вот эта косичка ваша. Вот сзади одна петелька. Взялись за нее, теперь у вас 6 петелек на крючке. Когда 6 петелек на крючке, вы их все вместе аккуратно провязываете. Видите, раз, провязали и обязательно зафиксировали. Оп, зафиксировали. Понятно? Пока просто повторяйте. Дальше что мы делаем? Вот, видите, у нас отверстие такое, да? Вот оно. Где мы, получается, объединили все наши петельки. Вот мы ныряем сюда. Раз, потянули ниточку. 2 петельки на крючке. Дальше смотрите. Вот наша ножка, да? Если это будет звездочка, да, назовем это ножка звездочки. Мы беремся, вот мы потянули петельку, вот мы также беремся за заднюю стенку этой петельки. Вытягиваем ниточку. 3 петельки на крючке. Теперь вот основание, видите, куда у нас ножка присоединялась, вот петелька беленькая торчит, в нее нырнули, так, потянули ниточку. А теперь опять 2 столбика беленьких, раз, два, поворачиваемся назад и берем по петельке. Раз петелька и следующая 2 петелька. Все, по порядочку все петельки взяли, 6 петелек на крючке, опять провязываем вместе. Оп, зафиксировали. Понятно? Вот у нас будут получаться такие вот звездочки. Опять в сердцевинку. Сердцевинка раз. Ножка за заднюю стенку. Ножка звездочки за заднюю стенку 2. Основание ножки 3. 2 столбика белых, да, получается 4. По порядочку 5. Видите? Они все петельки идут по порядочку. Опять все вместе. Провязали, зафиксировали. Если бы у вас был бы крючок меньше, да, было бы очень плотное вязание. Хорошо, что мы взяли больше. Итак, опять сердцевинка, ножка за заднюю стенку, основание ножки и 2 столбика за заднюю опять же стеночку. Раз, 2 беленьких наших 2 столбика, да? Все. И опять провязали, зафиксировали. Понятно? Все. А тут получается, видите, как красиво ложится косичка. Но дальше, когда будет узорчик побольше, будет очень сильно хорошо видно. Все, давайте до конца ряда перемотайте, если что, немножко на начало и повторяйте. Вот вяжите, 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 вяжите вот так вот до конца. В конце я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши звездочки, да, ну полузвездочки до конца ряда. И у нас остается последний столбик. Мы, получается, ныряем вот так вот. За 2 петельки беремся, да, не за одну, за 2, потому что будет тянуть. И провязываем, вот у нас сделали накид, да, вытянули ниточку, 3 петельки у нас на крючке, мы провязываем их вместе. Это получается полустолбик с накидом. Есть. Теперь смотрите, что делаем. 2 воздушные петельки, поворот. И теперь, смотрите, вот там, где у нас сердцевинка была, да, вот это наш кругляшочек по центру, там, где собирались все петельки, вот они, сердцевинка, вот на сердцевинка. Мы будем работать теперь с сердцевинками только. Ныряем в сердцевинку раз, 3 петельки на крючке, провязали все вместе. Раз, получается полустолбик с накидом. Накид. Еще раз в сердцевинку нырнули, вытянули ниточку, опять провязали 3 петельки вместе. 2. Дальше накид. Перепрыгиваем в следующую сердцевинку. Сердцевинки видно хорошо?
Видите, раз, два, хорошо видно. Вот именно по сердцевинкам. Опять полустолбик с накидом раз, сюда же полустолбик с накидом 2. Накид, следующая сердцевинка. Опять раз и 2. Следующая сердцевинка. Раз и 2. И вот так вот до конца ряда вы идете, шагаете, у вас, получается, формируется ваш вот этот, как цветочек, а может быть звездочка, кто как называет. Формируется цветочек и звездочка. Все, сейчас покажу лицевую сторону. Видите? Вот наши, получается, звездочки получаются. Красота, красота. Все, давайте до конца ряда полустолбики по сердцевинкам. Сердцевинка, 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 сердцевинка и так далее, и так далее, и далее. Давайте в конце ряда я вас встречаю. У вас получится, я уверена. Итак, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда, да? Остается последний столбик. Мы берем вот так вот, наделаем накид, вводим ниточку, вытягиваем петельку, и по идее мы должны провязать все 3 петельки вместе, да? Но я хочу здесь опять присоединить новую ниточку беленькую для границы и провязываю белым цветом. Все, переключилась на белую ниточку. Далее по узорчику 1 воздушная петелька, серую подтягиваю, беленькую не трогаю, то край зажулькается. Поворот. И теперь смотрите. Вот наши, получается, столбики. Видно верхушки, да? Очень хорошо. Мы будем нырять вот в эти столбики. Вот смотрите, как будем нырять. Нырнули, вытянули ниточку и опять соединительной петелькой. Раз. Нырнули, соединительная петелька. 2. Нырнули, соединительная петелька. Понятно? Просто нам нужна четкая будет граница. То есть никаких столбиков мы не делаем. Мы просто проходимся соединительными петельками. Все. В каждую петельку, не пропуская, не перепрыгивая, мы провязываем соединительными петельками до конца ряда. Несложно. Видите, вот такая вот косичка получится. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наша косичка, да, но мы должны немножко сделать пообъемнее. Что мы делаем? Мы делаем воздушную петельку, поворот, и теперь за каждую белую косичку, да, вот именно белая косичка, видите, и за каждую белую косичку, за каждый, получается, вот именно заднюю стенку, передняя, задняя, да, мы беремся за заднюю стенку, вот так вот, аккуратненько, ювелирно, и провязываем точно так же соединительную петельку. Раз, опять задняя стенка, соединительная петелька 2, задняя стенка, соединительная петелька 3 и так далее, и так далее. То есть, если у меня 30 изначально было петелек, да, и получается, у меня должно быть 30 соединительных петелек. То есть узорчик не увеличивается и не расширяется, так скажем, и не сужается. Понятно? Вот. Формируется, видите, какая косичка будет смотреть на вас. Все, давайте до конца ряда соединительными петельками за заднюю стенку. Угу. Давайте, в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, провязали, получается, практически до конца ряда. Вот наша лицевая сторона очень красивая получается. Вот изнаночка. И как мы провязываем последнюю петельку. Вот, ввожу полностью в петельку, не в заднюю стенку, а в петельку. Так. И раз здесь соединительные петельки, я должна буду сразу же протянуть новую ниточку, новый цвет. У меня это будет следующий цвет, скажем, второй, да? Серенький, первый, розовенький второй. Вы можете повторять этим же цветом. То есть как хотите. Далее по узорчику тут 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Все, могу подтянуть, получается, беленькую. Могу подтянуть розовенькую. Поворот. И теперь повторяем точно так же, как мы с вами провязывали вот в сером ряду. Итак, вот наши 3 петельки. Раз, 2, 3. Ныряем во вторую петельку. Вначале вытягиваем ниточку, держим на крючке. Ныряем в первую петельку. Вытягиваем ниточку, 3 петельки на крючке. Теперь получается, мы с вами ныряем непосредственно в основание. Так. И вот у нас получается сзади, за вот нашими вот этими косичками, находятся петельки. Одну берем от беленькой и вторую. Все, у нас получается на крючке 6 петелек. Мы их все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Все, дальше то же самое, помните, да? Сердцевинка раз, ножка за заднюю, получается, петельку 2, в основании ножки, видно, да, где ножка входит, 3, и дальше 2 петельки, непосредственно вот наша косичка, сзади беремся, раз, 2. Понятно? То есть сама косичка впереди, а там уже петельки, которые остались. 6 петелек на крючке, провязываем все вместе, зафиксировали. Опять сердцевинка,
задняя стенка, ну, мы же назвали ножку, да, звездочки, ножки. Далее основание ножки и 2 петельки из белого ряда за задние стенки. Так вот, раз, два. Все, видите, все петельки по порядочку. Опять провязали, зафиксировали и так далее. То есть все то же самое, как в сером ряду. Давайте до конца ряда. А в конце ряда я вас все равно еще раз встречу. Давайте. Так, смотрите, как получается ровненько, аккуратненько. Так, смотрите, провязали, получается, мы последнюю ползвездочки нашей и последний столбик. Последний столбик. Вот так вот, давайте возьмемся именно за, ну все равно ж кромочный, да? Вот так вот беремся за петельку, чтобы у нас, если мы возьмемся за одну петельку, у нас будет, конечно, сильно тянуть. И провязали все 3 петельки вместе. Оп, все, есть. Далее 2 воздушные петельки, поворот. И опять помним, да, что обратно мы идем только по сердцевинкам. Вот наша сердцевинка, 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 то есть четко видно. И делаем, получается, в сердцевинку по 2 столбика, полустолбика с накидом. Раз, то есть накид, в сердцевинку нырнули, вытянули ниточку, 3 петельки провязали вместе. 2, опять перепрыгнули сразу же в сердцевинку, там, где соединяются наши петельки. Нырнули, раз, накид, 2, опять сердцевинка, раз, 2 и так далее до конца ряда. Угу. Вот изнаночка какая получается. Видите, там, где наши, получается, беленькие косички. Вот изнаночка. Вот такая вот будет лицевая сторона. Скажите, классно. Так, все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю, переключу вас на белую ниточку. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот получается ровненько, аккуратненько. И смотрите, вот мы провязали последние 2 полустолбика, да, в сердцевинку. И у нас вот остается последний столбик, да, ну, 3 петельки подъема. Вот, мы должны их, по идее, провязать ниточкой, да, этой же цветом. Но я переключаюсь опять на белую ниточку. Опять. И провязываю 3 петельки сразу же белой ниточкой. Белую сильно не тяну, чтобы край не зажулькать. Воздушная петелька, поворот. И теперь в каждую верхушку, да, каждой нашей петельки, вот, ныряем и провязываем соединительной петелькой. Раз, соединительной 2, помните, да? Соединительной 3. Перепроверяем себя, сколько у нас по итогу получилось петелек. Я напомню, что у меня 30. Значит, когда я делаю вот так вот соединительными петельками, должно быть 30 петелек. Все, я проверила, что узорчик у меня не расширился, узорчик не сузился. Класс. Все, до конца ряда, в конце ряда опять встречаю. Давайте. Так, четкая граница растет. Далее опять воздушная петелька, напоминаю, да? Поворот. И теперь мы будем вязать за заднюю стенку вот именно нашей беленькой косички. Начинаем с первой косички и пошли. Соединительная петелька опять раз. За заднюю стенку, да? 2. Опять за заднюю, именно беленькую. 3. И так далее, и так далее. Возвращаемся обратно до конца ряда. Давайте, у вас получится. Хорошо? В конце ряда встречаю. Итак, смотрите, провязали опять очередную границу, да? Очень красиво получается. И переключаемся, я переключаюсь на серую ниточку. Вы можете переключаться на новую ниточку, да, повторяться этой же ниточкой, как угодно. Смотрите, провязываю последние 2 петельки серой ниточкой и серую сильно не тяну, видите? Либо можно ее отрезать, либо просто протянуть вдоль ряда. Тут же все равно у вас будет обвязочка, да, какая-то. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Беленькую можно подтянуть. Поворот. Все. И опять приступаем, провязываем наши звездочки, как мы провязывали в предыдущих рядах, да? То есть здесь, получается, мы ныряем вначале во вторую петельку, потом в первую петельку, потом, получается, в непосредственно основание. Давайте зацепимся здесь вот так вот. Оп. И далее, получается, 2 петельки белого ряда за задней, так скажем, стеночки. Раз. И вторая, 2. Все, 6 петелек на крючке. Провязываем их аккуратненько вместе. Обязательно фиксируем. Опять сердцевинка. Задняя петелька ножки. Сама ножка. И 2 петельки от белого ряда сзади за непосредственно самой косичкой. Раз. 2. Все. Все подряд петельки провязали, зафиксировали. Понятно, да? Все. Принцип узорчика уже понятен. Вы уже большие молодцы. Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков.
и посмотрим, что в итоге получится. Получится шикарно. Давайте. Встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, провязала еще несколько рядочков. Ну, в принципе, как бы понятен, да, смысл, суть данного узорчика. Вот она, изнаночка. Вот она, лицевая сторона. Красота. Итак, получается, брали мы 30 воздушных петелек. Если это же плотность вязания, этот же крючок, да, помните, что крючок на единицу больше, на размер больше. И если это же плотность вязания, то это получается, ну, 17 с хвостиком, да, сантиметров. А тут получается, смотрите, здесь мы 2 ряда набирали. Получается 2 ряда на саму звездочку, 2 ряда на вот эту границу, на косичку. Так? Итак, считаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 рядочков. И это у нас, ну, практически 12 сантиметров, да? Вот. Очень узорчик легко и быстро вяжется. Конечно, если без границы, да, без границы делать, он вообще очень быстро вяжется. То есть просто вы берете точно так же, продолжаете вот за верхушечки, да, получается, вот этих звездочек, продолжаете вязать, получается, нижнюю часть вот этих звездочек, и все. То есть шикарно. Но мне тоже такая идея понравилась. Сюда я вставлю фотографии пледиков, которые я вязала без вот этой вот как бы границы, да, то есть просто одни звездочки. То есть пледик оранжевый и пледик такой мятный. Очень интересно, очень. Они быстро вяжутся, тем более большим крючком вообще шикарно. Итак, я надеюсь, что видео вам понравилось. Не забывайте свои лайки ставить, да, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного будет. Комментируйте и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появятся новинки на канале. Под видео находится стрелочка «Поделиться с друзьями». Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. За это заранее вам спасибо большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.